Привет, дорогие рукодельницы! Давайте попробуем вместе связать модный джемперочек из буклированной пряжи. Букле на французском означает вьющийся, поэтому особых узоров нам вязать не потребуется. При вязании данной модели будем использовать только лицевые и изнаночные петли. А значит, сложности связать такой джемпер ни у кого не возникнет. Единственный совет — это свободное, неплотное вязание на больших спицах. Я вязала на 4,5, можно вязать на пятерочке, это уже когда будете подбирать плотность, тогда уже будете ориентироваться. Можно вязать и на шестерке, если тонкая совсем пряжа. Хотя в тонкую пряжу можно добавлять подмот, чтобы подобрать плотность. Кто переживает и боится вязать из буклированной пряжи, очень зря. Просто надо понимать, как захватывать петлю, и тогда у вас не будет возникать никаких сложностей, и вы обязательно полюбите такую кудряшку-букляшку. С узором мудрить не надо, но при вязании я использовала интарсию. Но интарсия у меня всего лишь 2 цвета, поэтому тоже все обязательно получится. Все обязательно справятся с этим. И получится вот такой вот прелестный кудрявый джемпер. Итак, всем желаю удачи в вязании. Будут вопросы, обязательно задавайте. Если кто-то хочет связать такой джемперок не из буклированной пряжи, то мне кажется, что тоже это допустимо. Даже не кажется, а допустимо. Просто надо вам будет подобрать тогда пряжу такой же плотности, как у меня, чтобы не пересчитывать, и вязать данную модель из другой пряжи. Честно говоря, можно даже вязать и одним цветом. Если вязать одним цветом, может быть, не так будет видна структура узора, хотя изнаночная лицевая гладь, она всегда на гладкой пряже будет четко выражена. И мне кажется, что тоже получится очень даже симпатично. Так что всем удачи! Пряжа, которую я использовала, бобинная. Название производителя Profita Fanny. В 100 граммах 280 метров. Цвет молочный и светло-сиреневый. Это буклированная пряжа. При вязании интарсии я перематывала часть в моток, так как мне надо было вязать от 3 мотков. Состав этой пряжи: 25% меринос, 35% альпака, 20% ПА и 20%, ну, так как написал мне продавец, РС. Вязала я в одну ниточку спицами 4,5, и моя плотность вязания 14 петель на 24 ряда. Всего у меня ушло на вязание джемпера 230 грамм пряжи на размер S. Покупала я в магазине Клубок. При вязании джемпера я использовала 2 цвета и вязала интарсией. Так выглядит с лицевой стороны изделия, вот так вот выглядит с изнаночной стороны. Как вязать таким способом и как правильно менять ниточки, вы можете посмотреть на моем канале видео, ссылку я вам оставлю. Когда-то я уже об этом рассказывала. Интарсию лучше вязать на прямых спицах, тогда вам будет удобнее перекладывать моточки между собой при переплетении нитей разных цветов, и ниточки не будут путаться. Если вы будете вязать на круговых спицах, то вам будет тяжело и не в удовольствие сам процесс вязания. Если вы, конечно, неоднократно вяжете способом интарсии, у вас есть опыт, то, конечно, можно использовать и круговые спицы. Но все же, я думаю, на прямых спицах будет намного удобней. Это решать уже вам. Я вяжу по-разному, но считаю, что чем легче нам вязать, тем лучше и интереснее. Итак, начинаем наше вязание со спинки. Я вяжу размер S. На спице номер 4,5 набираем 81 петлю. При этом с самого начала вязания мы делим деталь на 3 части. Из них первая часть 27 петель вяжем изнаночными петлями, нитью молочного цвета. Вторую часть
27 петель вяжем лицевыми петлями нитью сиреневого цвета. И третью часть, остальные 27 петель, мы вяжем изнаночными петлями нитью молочного цвета. Набираем петли изначально обычным способом от разных клубков. После того, как мы набрали петли и распределили узор, вяжем прямо 27 сантиметров. У меня это получилось 33 ряда. И ставим маркеры с двух сторон. Таким образом мы отмечаем начало пройм. И продолжаем вязать прямо еще 17 сантиметров. Это будет уже у нас сама пройма. В итоге у нас получается провязано 44 сантиметра от начального ряда и до начала плечевых скосов. Теперь мы начинаем закрывать петли для плечевых скосов с обеих сторон. В каждом втором ряду нам надо закрыть 10 раз по 2 петли и 3 раза по 3 петли. Всего получается с каждой стороны по 29 петель мы постепенно закрываем. При этом горловину, петли для горловины мы закрываем через 52 сантиметра. То есть у нас до плечевых скосов 44. Мы провязываем 10 раз по 2 петли. Как раз у нас получается это 52 сантиметра. И начинаем закрывать петли для горловины. И продолжаем закрывать остальные петли 3 раза по 3 петли. То есть у нас сначала мы провязываем 10 раз по 2 петли и 3 раза по 3 петли. Это полностью наше закрытие плечевого скоса. Когда мы начинаем закрывать петли для горловины, то с внутренней стороны нам надо еще закрыть петли для закругления. Для закругления мы закрываем по внутреннему краю 1 раз 2 петли с обеих сторон. В итоге получается, здесь у нас закрываются петли, и здесь закрываются, и мы приходим вот к такому виду. Как закрыть красиво горловину, чтобы по бокам не было никаких отверстий, вы можете посмотреть, у меня на канале тоже есть видео об этом. Ссылочку вам оставлю, вы можете посмотреть. Для самой горловины мы закрываем 19 петель. И обе стороны, получается, мы закрываем раздельно. Все, спинка готова, мы ее откладываем и начинаем вязать перед. Перед вяжется так же, как и спинка. Отмечаем точно так же маркерами начало пройм с обеих сторон, как на спинке. Плечевые скосы мы точно так же формируем, как на спинке, через 44 сантиметра от начала вязания. А вот петли для горловины мы закрываем немножко раньше, не через 52 сантиметра, как на спинке, а через 46 сантиметров. У меня получается так. До плечевых скосов у нас 44 сантиметра. Провязываем еще прямо 2 сантиметра. У меня получилось 4 лицевых ряда. И уже затем закрываем петли для горловины и продолжаем закрывать плечевые скосы. То есть мы это делаем одновременно. Здесь мы уже на передней части закрываем средние 13 петель для горловины. При этом для закругления по внутреннему краю мы закрываем в каждом втором ряду 1 раз 2 петли и 4 раза по 1 петле. Обе стороны мы заканчиваем отдельно. Перед готов. Далее мы приступаем вязать рукава. Я вяжу рукава по-разному. Бывает, что сначала один рукав свяжу, потом второй. А бывает, что я сразу же вяжу 2 рукава. То есть от 2 разных мотков. Но тогда мне приходится по нескольку раз просчитывать, сколько петель когда закрыть, отмечать маркерами. То есть я могу отмечать маркерами только с одной стороны. В данном случае я вязала по отдельности. Значит, на спице номер 4,5 набираем 34 петли нитью сиреневого цвета. Вяжем весь рукав резинкой 1 на 1. Провязываем 10 сантиметров и ставим маркер. С этого места
Мы начинаем делать прибавление петель с двух сторон. Сначала мы прибавляем по одной петли с двух сторон 3 раза в каждом 8 ряду. При этом отмечаем маркерами наше прибавление, чтобы не запутаться. И дальше мы уже прибавляем в каждом 6 ряду 10 раз по одной петле. Первый маркер — это у нас отметка, когда провязали 10 сантиметров, как бы это как резинка получается. Вот она вот здесь вот находится, это вот такого формата, оно здесь будет так в обтяжечку. И далее начинаем отсчет, отсчитываем и прибавляем. Вот смотрите, вот это у нас отсюда начинается отсчет. Раз, два, три. Это через каждые 8 рядов. В каждом 8 ряду мы делаем прибавление. Прибавление я делаю после кромочной петли с изнаночной стороны. После этого мы начинаем делать прибавление уже в каждом 6 ряду. И точно так же в изнаночном ряду перед кромочной или после кромочной, смотря с какой стороны мы смотрим, мы делаем эти прибавления 10 раз. В итоге у нас получится к концу вязания 60 петель. После того, как сделали 10-ю прибавку, довязываем наш рукав до 45 сантиметров от начального ряда. Вяжем здесь прямо. Если вы попадете в мою плотность, если будет такая же плотность, то 45 сантиметров рукав. Может быть, кто-то захочет немножко длиннее рукав. Может быть, кто-то захочет рукав, чтобы немножечко подвернуть его. То есть здесь уже ваша фантазия. Но я рассказываю именно так, как вязала я. После того, как провязали 45 сантиметров, мы петли закрываем, не стягивая. Закрывала я обычным способом. Все, рукав у нас готов. Теперь нам надо собрать все детали. Для начала мы сшиваем плечевые швы. Я сшиваю трикотажным швом по лицевой стороне. Вот у меня лицевая сторона передней части и лицевая сторона задней части. Вот наши плечевые швы. Я сшиваю их трикотажным швом. Если кто-то не знает, как сшить таким швом, у меня тоже на канале в YouTube есть такое видео. Это делается несложно. Вы можете посмотреть и тоже сделать шов именно таким образом. Затем пришиваем рукава. То есть мы сшили плечевые швы. У нас раскладывается изделие вот таким вот образом. Здесь у нас все пришито. Берем рукав, отмечаем середину рукава, маркером прикрепляем вот здесь вот к шитому уже плечу для удобства и для того, чтобы у вас не было перекоса, не было с одной стороны больше, с другой меньше пришили. И сразу же мы регулируем. Вот у нас есть маркеры, которые мы отмечали, начало проем. И начинаем пришивать рукав тоже с лицевой стороны трикотажным швом. Когда уже рукав пришит, мы его пришили, получается у нас плечевые швы есть, рукав пришит, мы дальше начинаем сшивать сам рукав. Сшиваем рукав с этого места и постепенно, доходя до основного полотна, мы переходим к сшиванию боковых швов. Все, одну сторону мы пришили, пришиваем точно так же вторую сторону. И последним заключительным этапом у нас остается обвязка горловины. На круговые спицы мы набираем петли и вяжем планку. Для тех, кто не любит вязать по кругу, можно сделать иначе. Сначала выполнить плечевой шов с одной стороны, затем набрать петли
прямо и связать планку. И после того, как планка уже связана, выполнить второй плечевой шов. Но я по кругу люблю вязать, для меня это не составляет проблемы. Я думаю, что очень многие мастерицы тоже по кругу вяжут с большим удовольствием. Я сделала плечевые швы и пришила рукава. Пришивала я трикотажным швом. Несмотря на то, что пряжа буклирована, ей тяжело сшивать, так как она неровная. У меня все это прекрасно получилось. Но для тех, кому будет сделать это тяжеловато, я могу порекомендовать подобрать подходящую пряжу, приблизительно, чтобы по толщине она подходила при сшивании, и сшивать другой пряжей. Если вы будете сшивать трикотажным швом, то не будет видно другого цвета или другую пряжу, потому что все будет спрятано внутри. И даже внутри не будет видно. После того, как я пришила рукава и плечевые скосы, сейчас я сшиваю рукава. Я уже начала один сшивать. И хочу вам сказать, что если мы сшиваем буклированную пряжу, то есть даже кое-какие преимущества, такие, например, как здесь при сшивании не так видно шов или практически его вообще не видно. Поэтому если где-то вы неправильно подхватили или немножечко не за ту петлю взяли, так как пряжа все-таки имеет такую структуру, что можно и не увидеть, какую петлю вы захватываете, то ничего страшного. В принципе, если свободно вот подхватывать петли, их все равно видно. Видно, где начинаются наши протяжечки. И потихонечку сшивать, то сложности никакой не будет. Немножечко протянули, не затягивая сильно. Продолжаем. Подхватываем петелечки. Следим за тем, чтобы не путалась нить. Немножко прошли какое-то расстояние и начинаем подтягивать нить. Потому что если слишком много вы пройдете, это при гладкой пряже, а то можно потом просто подтянуть и все. При буклированной пряже, конечно, надо это делать с периодичностью чаще. Вот мы подтягиваем, выравниваем и продолжаем сшивать дальше наше изделие. Кстати, есть еще один из вариантов сшивания такой пряжи фантазийной, это крючком. Сейчас я вам покажу, как можно сшить крючком. Ну, конечно, шов будет немножко другой. Здесь, как вы видите, не видно шва. Но если обрабатывать крючком, это надо уже с изнаночной стороны, и шов будет немножко другой. Будет такая вот небольшая видна дорожка. Сейчас я вам это покажу. Покажу на примере другого рукава. Это у нас лицевая сторона. Мы с изнаночной стороны начинаем наше сшивание. Берем ниточку, крючок. Вводим крючок в первые петли кромочные, вытягиваем.
Здесь тоже надо натяжение нити, чтобы было не сильно натянутое. Свободненькие петли должны быть. И дальше мы уже смотрим, подхватывая наши кромочные петли. Вот берем следующую петлю. Вернее, не петлю, а кромочную. Берем следующую кромочную. И вот таким образом вытягиваем. Затем протягиваем через вот эту вот петлю, которая у нас первоначальная. Вытянули. Дальше повторяем то же самое. Берем за кромочные петли, вытягиваем петлю, и протягиваем через предыдущую. Взяла маловато крючок, но продолжу вам показывать. Нам сейчас самое главное посмотреть, как и что у нас получится. Вытянули, протянули. Вытянули, протянули. Возможно, для кого-то так будет легче. Поэтому этот способ тоже можно использовать. Но сейчас мы с вами посмотрим итог, как у нас выходит с лицевой стороны. Не забывайте ниточку протягивать в виде петли побольше. Так, я думаю, достаточно для того, чтобы вывернуть на лицевую сторону и посмотреть, что у нас выходит. Вот так вот получается. В принципе, тоже можно и таким образом, если одеть на руку. Из-за того, что буклированная пряжа, сильно видно не будет тоже этого шва. Но если брать трикотажный шов, то при сравнении мы видим, конечно же, разницу. Здесь трикотажный шов, здесь шов крючком. Выбор за вами. Кому как удобно, тот так может и шивать изделия. Обработка горловины очень проста. На круговые спицы я набрала петли. И дальше я буду вязать по кругу, поэтому мне надо провязать сейчас изнаночными петлями. И в следующем ряду я эти петли закрою. Если вы будете вязать в обратном направлении, то провязывайте лицевые петли. И тоже в следующем ряду закрываете. Закрываю я петли исландским способом. Я вам сейчас покажу, но более подробно вы сможете посмотреть у меня на канале в YouTube. На такой пряже, может быть, не очень будет видно все петли, но надеюсь, вы поймете. Я беру вот эту петлю и через нее протягиваю следующую. Протянув эту следующую петлю, я провязываю за нить и вытягиваю. Снимаю на правую спицу, возвращаю ее обратно и повторяю то же самое. Следующую петлю протягиваю через предыдущую и, не снимая, провязываю ниточку. Получается у меня петля. И так продолжаю закрывать петли. Получается вот такая вот аккуратная обработка горловины. Так как мы не вязали резинку, а такая просто беечка как бы получается, так как ни в начале работы, ни в конце нету резинок, на рукавах нету резинок, то такая бейка, она будет просто дополнять работу, завершать ее и будет симпатично смотреться. Все, обвязала я горловину. Изделие сшито. Осталось только сделать
влажно-тепловую обработку, постирать изделие, высушить и носить с удовольствием. Я жду вашей работы. Всем пока. Надеюсь, у всех все получится.